Одна из самых дурацких вещей, которые я слышу постоянно, это то, что обнаруживать случаи коррупции очень сложно, и нам, Фонду борьбы с коррупцией, якобы подкидывают такие кейсы спецслужбы. Иначе как бы обычная общественная организация смогла бы столько людей вывести на чистую воду? Вот это полная ерунда, и давайте я на одном конкретном примере поясню еще раз, как же устроена коррупция в России. Смотрите, одна из самых коррумпированных сфер нашей жизни – это, конечно, государственный заказ. На него ежегодно тратят 30 триллионов наших с вами рублей. Даже сложно представить эту цифру, но еще сложнее представить, что не меньше 6 триллионов рублей просто разворовывают каждый год. И это даже не моя оценка, а сам Дмитрий Медведев, в бытность свою президентом, сказал о том, что каждый 5-й рубль в госзаказе разворовывается. А вот на днях даже антимонопольная служба вообще заявила, что 95% закупок госкомпаний – это тоже фальшивка, а значит коррупция там тоже огромна. Внутри госзаказа есть такая отдельная черная дыра. Это гособоронзаказ. На него тратятся колоссальные деньги. За 2015 год почти 2 триллиона рублей. Сумма все время растет, и по телевизору вам, конечно, рассказывают, что это очень сильно укрепляет мощь российских войск. Но на деле, по моей оценке, там вообще воруют половину денег, пользуясь секретностью. Теперь давайте посмотрим на конкретный пример, как работает коррупция на практике. Вот есть повар Путина Евгений Пригожин, о котором мы уже делали большое видео, можете посмотреть. А знаменит он в частности тем, что стал чуть ли не главным подрядчиком Министерства обороны. Он поставляет топливо, занимается ЖКХ в военных городках и так далее. Госзаказов от Минобороны он в последнее время получил на 180 миллиардов рублей, поэтому мы, понятное дело, за ним следим и будем говорить о нем еще не раз, но сейчас обращаем наши взоры в Брянскую область. Там Министерство обороны решило создать новый, современнейший военный городок на границе с Украиной. Денег выделили на это очень много, почти 1,5 миллиарда рублей. И выставили этот подряд по строительству военного городка на торги, как и положено по закону. Естественно, желающих посоревноваться за этот жирный кусок оказалось немало, и несколько разных компаний заявили, что они хотят участвовать в конкуренции за этот лот. Одна из этих компаний принадлежит как раз повару Путина Евгению Пригожину. Ну а потом была опубликована, как по закону положено, конкурсная документация, в которой все увидели, что оформлена она таким образом, что победа будет гарантированно отдана ему, Пригожину. Нарушение было настолько грубым, что Федеральная антимонопольная служба была просто вынуждена отменить эти торги вообще, и приз в 1,5 миллиарда рублей не достался никому. Ну и мы в ФБК взяли попкорн и начали с удовольствием смотреть, как же будет развиваться ситуация дальше, как они там все изворачиваться будут. Если вы думаете, что жулики, которые готовились отдать подряд Пригожину, применили какие-то там изощренные схемы, хитрые комбинации для того, чтобы их никто не обнаружил, то вы очень сильно ошибаетесь. На практике повар Путина и его партнеры в Министерстве обороны сказали: да идут эти торги куда подальше, мы будем строить просто так. И мы бы сами в это не поверили, если бы кто-то не пожаловался в прокуратуру на самовольное строительство в этом месте. В результате чего мы сейчас с вами видим представление прокурора официальное и решение арбитражного суда, из которых прямо следует, что ООО «Мегалайн», это вот та самая фирма Пригожина, просто тупо начала строительные работы без контракта и без разрешений. Масштабные земляные работы, строительные работы, разбит штаб строительства, бытовой городок для работников, выкопано несколько котлованов и так далее. То есть смотрите, еще раз, что произошло, если говорить простым человеческим языком. Жулики-госзаказчики и жулики-подрядчики договорились распилить 1,5 миллиарда рублей на строительстве военного городка. Им эти торги сорвали и отменили. Они на это сказали: ну идите к чертовой матери. Мы этот подряд отдадим кому хотим, и завтра же он начнет строить без всяких разрешений, согласований и торгов. Просто запулим ему 1,5 миллиарда и всего. И я вам могу на 100% гарантировать, что из этих 1,5 миллиарда рублей, ну строительство в целом, минимум 500 миллионов рублей переместятся сначала в черные чемоданчики, а потом эти черные чемоданчики будут разнесены по разным высоким кабинетам. Именно высоким кабинетам, потому что, ну, давайте сами подумаем, разве может вестись такая масштабная незаконная стройка в военном городке? Там пропускной вход, там земли Министерства обороны, туда строительная техника не может проехать без пропусков.
Конечно, об этой стройке знает и руководство Министерства обороны, и министр, и ФСБ, и, как мы видим, военная прокуратура, которая, впрочем, жаловалась только на работу без строительной документации, а не на саму суть этой коррупционной сделки. И вот сейчас у нас с вами ноябрь 2016 года. И мы в Фонде борьбы с коррупцией, конечно, напишем сейчас заявление о преступлении. Ведь это самый настоящий коррупционный сговор. И всех этих людей их можно просто пересажать хоть завтра. И после наших заявлений там будет большой скандал. Но я вас уверяю, все останется как есть. И достраивать этот военный городок будет тот самый Евгений Пригожин, повар Путина. И деньги ему за работу все выплатят, и все останется как есть. Почему? Потому что чемоданчики с деньгами, разнесенные по кабинетам, выполнят свою задачу на 146%. Мы с вами просто в реальном времени сможем наблюдать, как они украдут из бюджета эти 500 миллионов рублей, и никто ничего не сделает. Вот так и устроена коррупция в России. Ничего искать особенно не нужно. Она совершенно открыта. Она опирается на открытые нарушения закона. Она, эта коррупция, не стесняется вообще ни капли, что мы видим ее с вами во всей ее неприкрытой красоте. И любому из нас просто не нужно быть агентом спецслужб, чтобы, посидев 3 дня над открытыми источниками информации, обнаружить, наверное, я не знаю, с десяток случаев, когда чиновники воруют сотни миллионов рублей из бюджета. И главная проблема нашей страны не в том, что правоохранительным органам там сложно поймать жуликов за руку, а в том, что просто никто не хочет этого делать. Мало того, всем запрещено это делать. И любой следователь или оперативник отлично знает, полезешь расследовать то, что не надо, и сам быстро окажешься за решеткой. Поэтому лучше сидеть тихо и надеяться, что тебе тоже немного перепадет из того самого чемоданчика с наличными. Подписывайтесь на наш канал, здесь говорят правду.